Здравствуйте, уважаемые слушающие и смотрящие. Снова мы с вами в строю. И сегодня у нас на обзоре вот такая знаковая для меня бренд. Компания Shanling и их новый усилитель. Ну и ЦАП, соответственно, модель EH3. Ну, здесь не видно, но можете мне поверить, что так оно и есть. Ну, кратко по усилителю. Стоит он 119 тысяч рублей. Ну и ЦАПу, да. Есть поддержка AirPlay. Поэтому какие-то вот сетевые ресурсы, у кого iPhone, да, без проблем. Delna тоже имеется, разумеется. Wi-Fi, разумеется, чтобы можно было подключать. Так, ну, поддерживает, разумеется, все форматы. Слушал я его, кстати, да, на 600 синтезаторах по балансу. И слушал при подключении через USB. То есть вот они все файлы. Здесь я их так переключал. Сейчас, секунду. Вот. То есть, соответственно, это вот пещерик Горного Короля последний, да. То есть, Блюнгрин, Бах. Все это есть Maze Attack. Так, дальше. Платформа Ingenetic X2000. Разумеется, с подключением через Coaxial. По USB компьютеру, разумеется, это, ну, по-моему, аксиома. И что еще сказать? Ну, про мощность. То есть выдает он, кстати, 9 ватт на 32 Ома. Да, тороидальный блок питания. Так, ну, разумеется, громкости хватило. Более чем. Ну, поехали. Да, по комментариям, по наушникам. Слушал я с баланса. Да, с 4.4. Комментариев, как всегда, тьма тьмущая. В общем-то, устройство мне понравилось, но очень похож на мой М7. Очень похож. Ну, честно говоря, нос к носу не сравнивал, но похож. Похож. Хотя, может, по низким скромней. Ну, поехали. Мелздейс, Блюнгрин. Контрабас, не могу сказать, что густо. Все же массива бы добавил. Труба металлическая, но блеска бывает больше. Нет, тут М7 однозначно лучше. Так, фортепиано просто хорошо, а вот высокие с тонкостями, но не острят. Так, хорошо шуршат, в хорошей точке зрения, да. А вот сакс замечательно, очень богато, красиво, пластично, вольготно звучит, даже напишу. Очень понравилось. Интересно трек озвучал, саксофон вообще шик. Может, контрабаса несколько скроем, да, ну, уже об этом говорил. Майкл Джексон, Билли Джин, малый барабан, сухо, хлестко. Здесь как надо. Именно малый барабан даже бьет по ушам. А вот низкая часть все-таки скромнит. Маракасы как надо, с деталями, узнаваемо и без стекла, с металлом. Да, вот нет такого ощущения, что у вас колба, которую засыпали там металлические шарики, ну а сама колба еще стеклянная. Нет, все очень корректно в данном случае. Так, узнаваемо без стекла. Голос Майкла очень богато, красиво, мощно и без сибилянтов. Да, по низким скромновато, но в остальном отлично. И голос прежде всего. Да. Deep Purple, дым над водой. Гитара на наступлении бодро, зло, отлично. Узнаю Saber 9038 Pro. Кстати, вот уже какая-то закономерность вот на гитарах. Вот M15S FIO, соответственно, M7, там EM7, как-то 9038 Pro. Так вот, на серединке эмоционально, особенно на гитарах. Так, ну дальше. Так, бас-гитара, кстати, не просела. Бывает тяжелей, но здесь надо признать, гитара такого, конечно, без современного тяжелого тяга, то есть когда прям вот резина какая-то, да, то есть такой совсем уж упругий момент, но тем не менее звучит достойно бас-гитара в данном случае. Сразу отмечу малый барабан, сухо, хлестко, как надо. Голос электронный орган с деталями и не крикливо. Тарелочки, опять же, с тонкостями, но не перебарщивают. Бочка на финале, все же как-то краем. Да, она там что-то слышна, но, конечно, вот такую, опять же, массивность я бы добавил. Да.
Бах, концерт для скрипки с клавесином. Вот здесь, кстати, однозначно мой М7. Ну, поехали. Бах, концерт для скрипки с клавесином. Аккомпанирующие скрипки пошли мощно, но близко к крику. Не закричала, но вот близко. Даже вот, да, чуть убавил громкость. Да, возник вот такой рефлекс, да, то есть там убавить громкость. И я, собственно, его убавил. Солирующая привычно богаче, но мороз по коже не пустила. Как-то хорошо и даже точно с плюсом, то есть 4 с плюсом. Ну, наверное, все-таки не 5 с минусом, да, и не 5 в данном случае. Как-то так. Холодка не хватило. Как на трубе у Майзла, тоже вот холодка или такого блеска не хватило на трубе. Вот здесь, в общем, на скрипках это не хватило. Клавесин строго на подыгрыше, хотя очень явственно показан. Да. Металлика, Интерсенен. Низкочастотное вступление, да, хотелось бы больше. Ну и не пусто, но все равно хочется больше. Гитара, как и ранее, отлично. Прям вот они эмоциональные, злые, хорошо. Малый барабан тоже очень хлесток и сух. Сразу отмечу тарелочки. Они активны, да. Вот, кстати, на металлике я опасался, что все-таки высокие здесь уйдут в какую-то кашу, то есть острить будут, но не вылезли и с собой все не перекрыли. И это отлично. Молодцы, шанлинги. Честно говоря, очень опасался. Голос, как и ранее, очень хорошо. Поэтому и диалог, и ухмылка прекрасно и эмоционально. А вот гитары очень хорошо просто. Вот зло, эмоционально. Очень, опять же, повторюсь, похоже на М7. И, соответственно, уже можно отметить, да, то, что я вот ранее сказал, что 9038 Pro вот на серединке, особенно на гитарах, очень, очень эмоционален. Так. Обычно я все-таки придерживаюсь того, что любой ЦАП можно как-то обыграть, да, чтобы он был интересен так или так. Но вот гитары действительно на 9038 Pro, они, конечно, представляют интерес, мягко говоря. Так, гитары, да, идут идеально. Что сказать по треку? По низким бы добавил, но в остальном отлично. Massive Attack Protection. Электронный синтетический есть, низ есть, но глубокой солидностью все же не балуют. Ну и не потерялся. Да, абсолютно точно не потерялся. Здесь достаточно. Женский голос, думал, будет лучше мужских. Но скорее в паритете. Но мужские голоса были везде очень хорошо реализованы. На ранних треках, да. Поэтому здесь это даже не укор. Просто вот хорошо. Даже отлично почти. Так, высокие частоты. Активны, разборчивы. И очень красиво трек дополняют. Мне очень понравился, кстати, трек как-то. Да, низ бывает тяжелей, но трек звучит гармонично. Вот именно гармонично. И это отлично. Да, почти рифма. Грик в пещере Горного Короля. Да, редкий случай. Духовые на вступлении интересней. Очень хорошо слышно зал. Да, вот сама панорама очень хорошо реализована. Да, то есть она вот в глубину, то есть вот как вот огромный зал, да, огромный зал. Это вот хорошо слышно. Струны, конечно, не потерялись, но, как правило, они здесь позначимее. Да, вот низкочастотная струнная группа, она, как правило, здесь позначимее. Так, высокие частоты хорошо слышны, но не акцентируются. Это когда оркестрант начинает шуршать, там партитуры перебирать, вот это все есть, но на себе внимание не акцентирует. Это отлично. Так, дальше. Пицциката. Замечательно, с щелчком, как надо. С развитием кульминации литавры отлично слышны, но, конечно, тяжелой поступью не балуют. То есть, да, вот такого тяжелого низкочастотного напора все-таки нет. Хотя каждый удар слышен, но как-то вот глубоко по частоте вниз не идет все-таки. Так. Ну, тяжело поступи не дал. Но остальное в светлой подаче. Но зло удало даже, я бы сказал, настоящий разгул подчиненных Горного Короля. Этакий подземно-пещерный корпоратив. И это хорошо. Потому что
но по композиции это что-то такое и должно быть. Хорошо, то есть хорошо прослушивается и более напористая, конечно, среднечастотная часть. Ну и перкуссия, то есть высокие частоты тоже прорезаются, но серединка, конечно, здесь ведет. Но при этом трек звучит очень... да по удалу он звучит. Да. То есть кульминация прошла прямо вот так. Светлой бесшабашностью. Да, вот так вот можно сказать. Что сказать по сапу-усилителю? По низким. Скромен, но не лишен. Да, вот так вот напишу. Середина. Кое-где очень богато и очень хорошо. Где-то просто хорошо. Да, даже хорошо с плюсом. То есть это что касается там вот гитары, это вообще просто отлично. Голоса тоже везде замечательно, то есть отлично. Скрипки вот может быть немного аккомпанирующие крикливые были. Хотелось больше блеска на трубе увидеть у Майлза. Что-то упустил. Не, остальное вроде бы все отлично. Там пицциката, вообще все замечательно. По высоким вообще все отлично. Они очень явственны, но даже на металлике они не перешли в какую-то вот какофонию высокочастотную. Поэтому очень даже неплохо. В общем-то, аппарат оставил приятное впечатление. Конечно, кто слушает тяжелую музыку, наверное, рекомендовать не буду. Но на инструменталах очень даже. Даже рок-музыка, как я говорил, тоже очень неплохо. Ладно, что-то я уже 11 минут, почти 12. Все, всем спасибо. Всем до новых встреч. Домой. Ура!